я к тебе с новой историей. На подоконнике кипела жизнь. Кактусята, Дивун, Витька, Данилка и другие были в предвкушении. Папа Колючка объявил самый важный конкурс в году. Конкурс красоты. У кого будет самый яркий цветок, тот станет королем подоконника, торжественно произнес он. Все кактусята сразу принялись за дело. Они чистили свои иголки до блеска, старались подставить солнцу самые лучшие стороны и даже тайком измеряли, на сколько миллиметров подросли их будущие бутоны. Только один кактус, которого звали Витька, стоял в стороне. Он был самым обычным, зеленым, и на нем не было ни одного намека на бутон. «Эй, Витька, ты что, не участвуешь?» – спросил Данилка. «Где же твои наряды?» – подшучивали другие. Витька лишь молча улыбался и продолжал стоять. Все решили, что он просто стесняется или у него нет красивых цветов. Наступил вечер. Конкурс завершен. Короля нет. Уныло подвел итог папа Колючка, когда часы пробили 9 вечера. Ни один цветок на подоконнике не показался ему достаточно величественным. В комнате воцарилась тишина. Погасли огни, и только лунный свет пробивался сквозь занавески. И в этой тишине вдруг раздался тихий, еле слышный треск, словно натягивалась невидимая струна. «Смотрите! На Витьке! Ого!» – прошептал Дивун, боясь спугнуть магию. Все кактусята, затаив дыхание, повернулись к Витьке и ахнули. Из его зеленого колючего тела, словно стрелы, выпущенные невидимым лучником, начали стремительно вырастать длинные, тонкие цветоносы. Они тянулись вверх и в стороны, образуя вокруг кактуса идеальный сияющий круг. Это же настоящие лучи!» – прошептал Данилка. А на концах этих лучей начали раскрываться огромные, нежнейшие фарфорово-розовые чаши. 1, 2, 12, 15. Витька превратился в сказочное существо, усыпанное фантастическими ночными звездами на длинных стеблях. Весь подоконник залил мягкий, мистический цвет, исходящий от цветов. Аромат был таким густым и сладким, что кактусятам показалось, будто они попали в волшебную страну. Папа Колючка, не веря своим глазам, подошел к Витьке и торжественно положил к его подножию самую красивую ракушку, найденную на море. «Вот он, наш король!»
громко объявил папа Колючка. Истинная красота – это тайна, которая раскрывается только в тишине и только для тех, кто умеет ждать. Витька весь вечер и всю ночь царил на подоконнике. Его цветы, похожие на нежные розовые спутники, сияли в лунном свете. И каждый, кто смотрел на них, понимал, что стал свидетелем настоящего чуда. И хотя через сутки цветы завяли, память об этом бале ночных звезд останется с ними навсегда, напоминая о том, как хрупка и прекрасна жизнь. Вот такая история. Продолжение следует. Пока.